Добрый день, уважаемые зрители. Я Валерий Табаков, юрист, и сегодня в этом видео я подробно разберу один из ключевых моментов в уголовном деле по обвинению Вячеслава Зинченко в убийстве языковеда и бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, произошедшем 19 июля 2024 года во Львове. Это дело продолжает привлекать огромное общественное внимание из-за своего политического подтекста. Фарион была известна своим ярко выраженным националистическим взглядом, а Зинченко – 19-летний студент из Днепра. Он, по версии следствия, совершил преступление на почве идеологических разногласий. Защита настаивает на необоснованности обвинений и многочисленных нарушениях в процессе. Обвиняемый был задержан 25 июля 2024 года, арестован без права на залог 26 июля и переведен в изолятор временного содержания номер 4 в Пустомытах, где, по утверждениям защиты, к нему применялись дополнительные меры безопасности, включая возможную изоляцию от других заключенных для предотвращения давления или угроз. Особое внимание я хочу уделить судебному заседанию от 2 декабря 2025 года в Шевченковском районном суде Львова под председательством судьи Петра Невойта. Это заседание стало важным этапом в обсуждении условий содержания обвиняемого под стражей и потенциальных нарушений его прав. На этом заседании адвокат Игорь Сулима, один из защитников Зинченко, наряду с Владимиром Вороняком, подал ходатайство об установлении обстоятельств подселения неизвестных лиц в камеру к обвиняемому. Это было логичным продолжением дискуссий, начатых на предыдущем заседании 26 ноября, где защита уже поднимала вопрос о возможном давлении на Зинченко в СИЗО. Согласно материалам дела, после ареста Зинченко разместили в трехместной камере, куда, по утверждению защиты, подсаживали радикально настроенных сокамерников, не менее 2 человек с ротацией каждые 4-5 дней. Эти лица якобы шантажировали и угрожали обвиняемому, вынуждая его дать признательные показания, которые затем были зафиксированы на аудиозаписях. Защита напрямую связывает это с разрешением следствия на проведение тайных следственных действий, включая постановление Галицкого районного суда Львова и апелляционное решение от 29 июля 2024 года, что, по их мнению, нарушало установленные меры безопасности и могло быть использовано для фабрикации доказательств. Судья Невойт в ходе заседания попытался уточнить наличие соответствующих документов в материалах Галицкого суда. На это адвокат Сулима ответил отрицательно, дескать, таких документов в доступных материалах нет. Однако, вместо того, чтобы немедленно заявить формальное ходатайство об истребовании этих материалов, что позволило бы суду официально запросить их у другого судебного органа или прокуратуры, Сулима начал настаивать на том, чтобы текущий суд самостоятельно уточнил и выяснил обстоятельства пребывания Зинченко под стражей. По сути, адвокат начал перекладывать инициативу на суд, требуя, чтобы судья инициировал проверку без
четких процессуальных шагов со стороны защиты, таких как вызов свидетелей, например, сотрудников ИВС или самих сокамерников, или запрос конкретных протоколов о переводе и ротации заключенных. В украинском уголовном процессе, регулируемом Уголовно-процессуальным кодексом, адвокат защиты несет прямую ответственность за активное собирание и представление доказательств в пользу подзащитного. Статья 42 УПК прямо подчеркивает право защиты инициировать истребование документов, вызов свидетелей и проведение экспертиз. Суд же не обязан вести самостоятельное расследование. Это принцип состязательности сторон. Статья 22 УПК. Подход Сулеймы, при котором он фактически потребовал от суда взять на себя функции защиты вместо четкой формулировки ходатайства об истребовании конкретных материалов из Галицкого суда, постановление о тайных следственных действиях, решение апелляционного суда 29 июля 2024 года или протоколов размещения в камере, выглядит пассивным и неэффективным. Такой стиль Сулеймы рискует и уже привел к отказу в удовлетворении ходатайства, поскольку судья обоснованно посчитал его недостаточно мотивированным или неконкретным, что, к сожалению, часто происходит в судебной практике при расплывчатых формулировках. Более профессиональным и эффективным подходом было бы заявить ходатайство об истребовании материалов Галицкого суда с точным указанием нужных документов, постановление о тайных следственных действиях, решение апелляции от 29 июля 2024 года, протоколов о размещении и ротации в камере. Ходатайствовать о вызове свидетелей, сотрудников ИВС, бывших сокамерников или экспертов для анализа аудиозаписей на признаки принуждения. Подкрепить все это ссылками на нарушение конституционных прав обвиняемого. Статья 28 Конституции Украины о запрете пыток и унижающего достоинства обращения. Статья 177 УПК о мерах безопасности. Такой подход не только укрепил бы позиции защиты, но и минимизировал бы риски затягивания процесса, что особенно критично в деле, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Некоторые наблюдатели за процессом отмечают, что подобная тактика Сулеймы может быть связана с недостатком опыта в резонансных делах или осознанным стратегическим выбором. Но в любом случае она ослабляет аргументацию защиты, делая ее зависимой от доброй воли суда, который по закону остается нейтральным арбитром. Выяснение деталей подселения в камеру имеет прямое отношение к оценке допустимости главных доказательств обвинения – аудиозаписей признательных показаний Зинченко. Если будет доказано, что сокамерники подсаживались целенаправленно в нарушение мер безопасности и оказывали давление, угрозы, шантаж, это может быть квалифицировано как нарушение права на защиту и запрета на принуждение к самооговору, статья 63 Конституции Украины и статья 373 УПК. В практике Европейского суда по правам человека, например, дела Салдус против
Турции или серия дел против России, подобные обстоятельства неоднократно приводили к признанию полученных показаний недопустимыми, поскольку они подрывают принцип справедливого суда. В деле Зинченко прокуратура, прокуроры Дмитрий Петлеваны и Елена Данилев, настаивает на чистоте записей без признаков угроз и на том, что обязательная изоляция не применялась. Защита же аргументирует, что подселение радикально настроенных лиц, возможно, с националистическими убеждениями, учитывая контекст убийства Фарион, могло быть инструментом следствия для получения удобных признаний. Если суд удовлетворил бы соответствующее ходатайство, как частично он сделал на заседании 26 ноября, запросив документы у прокуратуры, это могло бы привести к исключению аудиозаписей из доказательной базы, существенно ослабив позицию обвинения и открыв дорогу к смягчению или даже оправданию. Но в противном случае, без тщательного расследования этих фактов, процесс рискует быть признанным несправедливым на стадии апелляции или в Европейском суде по правам человека, а может и не быть таковым. И, друзья, это далеко не первый спорный эпизод в деле. Ранее защита пыталась добиться отвода судей в апелляции. Львовский апелляционный суд отказал 3 декабря 2025 года в отводе, ссылаясь на изменения в статье 76 УПК от 2020 года. Защита оспаривала тогда обыски и меру пресечения. Неточности в формулировке ходатайств, как и в случае с ходатайством адвоката Сулеймы, усиливают общественное восприятие дела как потенциально политически мотивированного, особенно на фоне военной службы отца Зинченко и связей Зинченко с правым сектором. Для самого обвиняемого это критически важно. Без активной и профессиональной защиты риски пожизненного заключения значительно возрастают. Для общества в целом подрывается доверие к судебной системе. В заключение, друзья, я хочу подчеркнуть, в высокорезонансных делах процессуальная точность, активность защиты – это не формальность. Это вопрос свободы и справедливости. Малейшая ошибка адвоката может стоить подзащитному всей жизни. Спасибо, друзья, за внимание. Пишите в комментариях ваши мысли, подписывайтесь на канал, донатьте, не пропускайте следующие разборы. С вами был Валерий Табаков, юрист. До новых встреч!